Ёлка! Я справлюсь, так? Да, я справлюсь. Фрейя должна быть где-то рядом. Надо искать большую дверь. Ёлка! Это ты наверху? Эй, там, внизу! Эй! Ну, пришел в себя? Да, в смысле, я не передумаю. Ха! Тебя терзают сомнения. Эй! А тебя никогда? Это лучше, чем сожалеть. Не вполне с тобой согласен. Но продолжай в том же духе. И сожалеть тоже начнешь. Так, вот и дверь. В общем, кричи, если она начнет тебя убивать. Спасибо! Успокоил так успокоил. Привет, Фрейя. Что, я не могу навестить знакомую? Что тут странного? Ну, даже если я виноват в смерти твоего сына, это не значит... Так, вот об этом, пожалуй, лучше не упоминать. Что-что? Почему у меня на шее наконечник стрелы? Той, что убила твоего сына? Отличный вопрос. Мне конец. Ну, попробуем. Фрейя! Лучше бы ты остался с Синдри. Стой! Хватит! Где твой отец? Отвечай. Не здесь! Он послал? Нет! Он не знает! Зря ты пришел. Он отнял у меня сына. Почему ты считаешь, что я не отомщу? А? Ты не такая!
Поставишь на это свою жизнь? Да что ты знаешь обо мне? Но ты меня еще не убила. И пока ты об этом думаешь, может, отпустишь меня, и я скажу, зачем пришел. Если просить за своего отца, не утруждайся. Его судьба решена. Ты же знаешь, кто во всем виноват. Мне не одолеть Одина. Да и не надо. Рагнарёк его убьет. Да? А если я скажу, что он приходил в Мидгард? Он пришел к нам. Предложил мир, если мы не вмешаемся. Сказал, что Рагнарёка можно избежать. Он лжет. Возможно. Но ты ведь знаешь пророчество Гроа. Все зависит от армии великанов. Великаны ждут войны в Йотунхейме. Нет. Я там был. Нет никакой армии. Великанов больше нет. Лишь я. Ты? В Йотунхейме мы узнали правду. Моя мама была последним стражем великанов в Мидгарде. И это не все. У великанов есть пророчество обо мне. Они зовут меня Локи. И, возможно, мне суждено остановить Одина. Как-то. Но раз великаны погибли, а тебе не убить Одина. Он уже победил. Может, нам объединиться? Ты же можешь сражаться! Я не та, что прежде. Ладно. Ладно. Но мы нашли Тюра. Может, если ты поговоришь с ним? Тюр жив? Да. Мы пошли за ним в Свартальфхейм. Это невозможно. 9 миров закрыты для всех. Нет. Мы открыли путь, но не знаем, что делать дальше. Но если мы объединимся... Молчи. Хватит! Сейчас же уходи. И никогда не возвращайся. Иди, пока я не передумала. И не жди пощады для своего отца. Ну, я остался жив. Но ответов не получил. Так что, похоже, все это время потрачено впустую. И я ни за что не признаюсь в этом перед Синдри. Хорошо, что лазать я люблю.
О, слава Эмиру, ты цел. Как все прошло? Я уж начал бояться. Синдри, я же говорил, что справлюсь. Но, похоже, она не поможет. Где ожерелье? Я решил избавиться от него. Она его забрала, да? А, Тебе сегодня повезло. А теперь скажи, каково это — питаться хаосом? я... Ну ведь только починил! Мешок все еще при мне, так что если нужна моя помощь, я постою вот тут. Кошмар! Я тебя подожди! Починю все потом. Пойдем отсюда, пока еще кто-нибудь не попытался нас убить. Да, хорошая мысль. Хочу спросить, мы расскажем твоему отцу? Раз уж ты вышел оттуда живым. Нет уж, он тебя убьет. Верно. Кстати, к слову о секретах. Я хочу с тобой поделиться кое-чем. Я очень давно скрываю это от брата. На обратном пути скажу. Пошли. Сколько можно? Ялва! Пойдем к башне Альфхейма. Так о чем ты? Задолго до твоего рождения в кузнице кое-что произошло. И Брок умер. Но я не смирился. Я отправился к озеру душ в Альфхейме, чтобы его вернуть. Полчища душ пытались мне помешать. До сих пор ощущаю их жуткие касания. Вот только я смог вернуть лишь 3 из 4 частей его души. Синдри. Брок решил, что просто отключился. С тех пор я ему лгал. Но теперь это меня гложет. Ты должен сказать. Он имеет право знать. Надо выбрать время. А ты должен сказать отцу. Это совсем другое.
Серьезно? Сейчас? Альфа! И все же, ты сделал доброе дело. Ты спас Броку жизнь. А от меня одни проблемы. Нет, я сделал выбор. Хоть и не должен был. В каком смысле выбор? Я не мог остаться один. Когда его увидели другие гномы, они прогнали нас. Мы ушли, построили себе дом. Ну, изменить прошлое нельзя, но оно тебя не определяет. Вернемся, пока отец не проснулся. Самая здравая твоя идея за сегодня. Трэ. Трэ? Это... Отстань. Так ты возражаешь против прозвища? Ах, вот что это было. Дело твое, Лок. Нет, так хуже. Да, сказал и сразу сам понял. Ну? Вперед? Паршиво возвращаться ни с чем. После неудачи с Тюром мне так хотелось... Постой-ка, юный Йотун. Тюр не тот, кем ты его представлял, но неудача? Ты спас его от ужасной участи. Разве это пустяк? К тому же, может, он еще поможет нам. Может быть. Но отец не будет вечно мне потакать. Он, небось, уже выбрал, где мы будем прятаться теперь. Тогда тем более постараемся не попасться. Когда придем, я замету наши следы у врат и войду с черного хода. А ты веди себя естественно, но немедли. Давай, давай. Риск в этом деле меня не заботит. Но надежен ли предреченный ими путь? Я верю в их мудрость. Почти то же самое, что поговорить с ними лично.
Уверен, что великаны не хотели бы войны. Я же сказал, они были мудры. А мудрецы обычно предпочитают мир. Вот и ты, братец. Говорил же, не волнуйся. Атрей, где ты был? Писал. Ну, кому жратвы? Я бы поел. Я отлично выспался, а вы? Спускаюсь. Это колбаса? Ну да, почти. Раньше еда была вкуснее. А ты попробуй наготовить на такую ораву. Наготовлю. Что? Атрей, мы обсуждали дальнейшее. О, и куда идем? Вальфхейм. В мир эльфов. Альфхейм? Ты его ненавидишь. Зачем нам туда? Зачем? Затем, что нам нужны сведения. Святилище Гроа, Атрей. Твой отец сказал, ты нашел его? Гроа? Хранительница знаний? О, я смогу раскрыть там какую-то тайну? Да. Нет никого лучше всевидящей провидицы. Я не думал, что ты... Неважно. Отлично. Вальфхейм. Эй, не забудь вот это, чтоб туда добраться. Знаете что? Я сделаю нам стол побольше. Значит, мое. Тюр, ты правда хочешь пойти с нами? Да. Когда соберешься. Ну, вернее, когда твой отец соберется в путь. Если мое присутствие поможет вам найти ответы, я хочу хотя бы так отплатить вам. Ну и... думаю, свет Альфхейма пойдет мне на пользу. Да, эльфийский свет охрененная штука. А кто подал эту идею? О, разумеется, Мимир. Я просто спросил, как вы меня отыскали. И он рассказал о тайных пророчествах в святилищах великанов. Занятно. Ну и потом мы начали перечислять разные святилища. И тут твой отец припомнил, что у Храма Света был храм Гроа. И теперь, когда в Альфхейм снова можно попасть, дальнейший план действий стал очевиден. Умнейший в мире человек не сделает неверного шага. И не потому, извиняюсь, что у него нет ног. Я всегда был рад твоим речам. Да. А я рад, что ты наконец свободен, дружище. И тебе я благодарен, Брок. Ты был очень щедр, дав мне эту одежду. Это точно. Я уж не говорю о том, что мне пришлось отдать домовладельцу в обмен на семя Игдрасиля. Домовладельцу? Он не домовладелец. Ясно. Это пригодится. Он не соврал. Тюр и впрямь спал в каморке для метел.
У вас, богов, так принято, что ли? Или так делают лишь те, кто побывал в плену? Я готов идти. Я за тобой. Буду ждать вас около врат, друзья. Господин, можно я на вас погляжу? Обещаю, я быстро. Поразительно! Потрясающая форма! Сдается мне, вы способны на множество самых разных бесчинств. Что происходит? Это белка, которая ухаживает за древом. Какой прелестный аромат! Возможно ли? Простите за вторжение. О, да! Это смола! Ореховый вкус с ноткой чернил кальмара. Нет. Что, не любите гастрономические эксперименты? Погоди. Если ты Рататоск, почему, когда мы тебя зовем, ты другой? Это долгая история. Но вы правы. Я и впрямь Рататоск. Тот Рататоск, которого вы знаете, лишь одно из моих воплощений. Причем довольно неприятное. Я считаю его настолько далеким от себя, что это почти другая личность. Кстати, о нем. Пакостник, не хочешь повидать друзей? Пошел в жопу, я занят! Этого следовало ожидать. Ну что ж, я очистил для вас это семя от смолы. Желаете его забрать? Это семя? Конечно. Семя Игдрасиля, если точнее. С тех пор, как мои гномы-постояльцы устроили тут перепланировку, без таких семян не открыть новых проходов в моем древе. В твоем древе? Да, моем. Сейчас я покажу. Вот зачем господину Броку было нужно семя Альфхейма. Похоже, у вас там какие-то важные дела. Но если вам понадобится что-то от гномов, Свартальхейм всегда открыт для вас. Семя, что вы нашли, открывает путь в Нифльхейм. Мир древний и немножко липкий. Если мы сейчас не идем в Альфхейм, Тюру, наверное, лучше остаться тут. Те, с кем мы сражались в Свартальфхейме, были энхириями? Я думал, энхири — это духи, ждущие Рагнарёка в Вальгале. Это были не духи. Верно, брат. Один нашел какую-то лазейку. Сумел раньше времени набрать себе армию. Возможно, лишь потому, что не нашлось честных валькирий, которые бы это пресекли.
Тут что-то непонятное. О, память о войне. Можешь здесь потренироваться, если хочешь. Ты будешь сражаться только с образами противников, они тебя не ранят. Стой. Это что, вороны Одина? Которых мы все это время истребляли? Похоже на то. Свобода, отца, нет больше над нами. Мы нашими жизнью хозяева сами. Как думаешь, что это значит? Не знаю, но тут определенно творится что-то странное. И жизни дар, и смерти путь, чтобы против сердца навеки заткнуть. Их мысли. Я не могу их прочитать. Но вроде мы им нравимся. Хотелось бы верить. Пожалуй, нужно и дальше уничтожать всех воронов, которые нам попадутся. Обязательно тут торчать? У меня мурашки по коже от этих бедолаг с растерзанными душами. Ну попробуем. Траугр слева! Осторожно, слева! Враг слева! Готово! Справа! Осторожно! Траугр слева! Берегись! Сзади! Да! Задай им жару! Еще Траугры слева! Слева!
Слева! Брат, сзади! Осторожно, сзади! Сзади, отец! Осторожно, сзади! Как крепкий навык.